Доверие – это самая ценная и в то же время самая хрупкая вещь на свете. Без него ничего не получится между мужчиной и женщиной, так как доверие – один из главных секретов любви. Так говорят психологи на своих платных консультациях и писатели трогательных и глубоких книг. И это все вводит вас в большое заблуждение. Сейчас объясню почему. Доверие – это чувство для очень наивных людей или дураков. Лжец требует, чтобы вы ему доверяли, так ему легче вас обманывать. Глупец хочет доверять, чтобы позволить себе закрыть глаза на вероятный обман и предательство. Самостоятельно и не шаблонно размышляя над правилами доверия и как вообще доверять людям, можно прийти к следующим умозаключениям. Допустим, доверие к жене или мужу. Разумный человек, конечно, не проверяет каждый факт. Он не следит за партнером, не роется в его телефоне, потому что доверяет? Вовсе нет. Потому что он оценил сознательно или интуитивно многочисленные факты, и они не вызвали у него сомнений в партнере. Но когда жена вдруг придет домой в 5 утра и побежит в душ, то это доверие к ней пропадет, так как факты изменятся. В мелких вопросах, когда вы о человеке ничего не знаете, может показаться, что вы проявляете к нему доверие. Вы спросили прохожего на улице, который час. Он может вас обмануть, правду он говорит или нет. Ведь вы о нем ничего не знаете. Но вы знаете о категории людей случайный прохожий, интуитивно понимая, что в таком вопросе такой человек не должен вас обмануть. Совсем иначе вы бы повели себя, если бы хотели передать другу $1000, но не имели времени сделать это лично. Тому же самому прохожему вы бы уже не стали доверять передавать деньги. Разве может быть, что одному и тому же человеку вы в одной ситуации доверяете, а в другой нет? Так происходит, потому что разумный человек не доверяет, он оценивает риски. В болезненном состоянии человек, конечно, хочет слепо доверять. Так он перекладывает вину на другого. Не он сам виноват, что игнорирует факты, а партнер виноват в том, что обманул его доверие. Он доверяет, чтобы наслаждаться болью, причиняемой ему обманом. Испытывая боль, он тем самым поднимается над партнером, потому что страдание – это как бы заслуга. Такой человек, как правило, испытывает страх и глушит этот страх фикцией доверия. Разумный человек не доверяет никому. Он оценивает других по их прежним поступкам и делает прогнозы о их поведении в будущем. Когда от вас просят доверия, то, вероятно, манипулируют вами с целью обмануть. Когда вы хотите доверять, то постарайтесь разглядеть испуганного ребенка, скрывающегося в вашем подсознании. Из-за этого нас чаще всего и больнее всего обманывают именно близкие люди, так как вы им доверяете. Хотя, благо, в большинстве бытовых случаев это даже идет на пользу. Например, знаю, что моя жена, готовя одно нравящееся мне блюдо, кладет туда отвратный мне ингредиент. Хотя я просил ее заменить его аналогом. Но она игнорирует это, но говорит мне, что там что-то другое. В общем, для меня это приемлемо. Не хочу по этому поводу разбираться. Хуже, когда обман близкого человека выходит за рамки бытовых вопросов. Когда муж целыми днями работает, чинит там примусы или холодильники, а жена ходит налево. Так как жизнь скучна и скоротечна, а она молода и красива и настроена на романтику, а не на вот это вот все. Ну или мудак-мужчина после рождения ребенка начинает гулять и забивает на семью, говоря жене, что он работает целыми днями, чиня те же примусы или холодильники. Поэтому не доверяйте никому, а оценивайте факты. Скажете цинично, а как вообще тогда жить в этом мире, где нет доверия? Очень даже хорошо будете жить. Такой подход больше соответствует нормам морали и духовности, чем наши фантазии о том, как должен быть устроен мир и люди в нем. Нужно открыто говорить жене или мужу, что для вас ни в коем случае неприемлемо. И если такое произойдет, то это будет иметь необратимые последствия в ваших отношениях. Ваши дети будут знать, что нужно делать домашку вовремя, так как вы с ними систематически занимаетесь и контролируете. Кстати, адекватный контроль дети воспринимают так же, как один из вариантов родительской любви. Ваши некоторые коллеги поймут, что лицемерным с вами быть не получится, так как вы оцениваете только факты, помните прошлые ситуации и знаете, что такое последовательность.
Если вы доверяете или не доверяете тому, о чем я говорил в этом видео, оцените факты и риски для себя при разных взглядах на это правило доверия, которым пользуюсь я. Поразмышляйте над этим хотя бы 5-7 минут, так как умение быстро вешать ярлыки – это не признак выдающихся аналитических способностей. Буду рад вашим комментариям, лайкам и подпискам на канал, ведь впереди у нас много новых побед, впереди у нас нового мира рассвет. Всем спасибо, всем пока, с вами был Ави.